Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего уже второго квартала 2026 года и будем говорить о целом западном регионе, куда входят 8 крупных областных городов-центров. Видео получится длиной 40 минут. Любознательные люди досмотрят, конечно, кому интересно. А для торопык, кто хочет сразу за 2 минуты услышать, что произошло, в качестве анонса могу сказать, что за год наименьше всего подорожала недвижимость в городе Львове, это порядка 8%. А город Луцк остается, в общем-то, лидером, где 14 целых, там, по-моему, 60% в годовом измерении вот такого вот повышения стоимости квадратного метра жилой недвижимости. Ну, а теперь для любознательных, друзья, традиционно расскажу первой части видео о колебательных процессах длиною в 1 месяц, то есть мы зафиксируем температуру рынка недвижимости целого региона, поговорим, что произошло на первичном, вторичном рынке, в разрезе классификации. Ну и, конечно же, в конце видео сделаем прогнозы. Это прогнозы будут у нас среднесрочные до конца 2026 года. И, друзья, в общем-то, на этом видео закончится. Досмотрите до конца. Я думаю, что достаточно много интересной информации, тем более по западной части Украины. Я очень, ну не то что редко, но делаю только квартальные обзоры. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр, как я люблю говорить. Попробуем разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на территории западной части Украины, западный регион, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта западного региона, куда входят 8 крупных областных городов-центров. Будем говорить о колебательных процессах длиною в 1 месяц. Начнем сверху. Видим Луцк. Кстати, в годовом измерении, еще раз напомню, Луцк показал рост 14, по-моему, 60%. То есть абсолютным лидером является недвижимость по росту в течение года. Начнем с социального. Город Луцк, социальное жилье. Буду говорить только в процентном соотношении, потому что информации много. Кому надо, тот может, в общем-то, остановить слайд и прочитать самостоятельно стоимость квадратного метра. Все это в долларах, естественно. Социальное жилье подорожало на 0,61% за 1 месяц. Ну, то есть, так себе, почти, ну, больше, чем полпроцента, да, эконом-комфорт, бизнес-класс, это также вторичный рынок, здесь на 0,54% подорожала недвижимость. Первичный рынок квартиры эконом-класса подорожали на 0,63%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс подорожали аж на 1,04%. То есть, подводя итоги, мы видим, что как первичка дорожает, причем первичка на 1% подорожала в течение 1 месяца, это квартира комфорт бизнес-класс. А вторичка дорожает на 0,5% в месяц. То есть это достаточно, друзья, много. Дальше переходим к следующему городу, город Ровно. Видим, что город Ровно, он больше города Луцка. И смотрим, что социальное жилье также показывает нам динамику роста. Незначительную, почти 0,5%. Эконом-комфорт бизнес-класс – это вторичный рынок, друзья. Подорожал также на 0,56% за месяц. Ну и первичный рынок показывает также положительную динамику роста. Рынок первичный эконом-класс квартиры, рост плюс 0,77% за месяц. И первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожал аж на 1,15%. То есть динамика остается положительная, то есть мы видим рост как вторичный, так и первичный рынок по всем причем классам. Следующий, друзья, город – это город Тернополь. Город Тернополь, да, кстати, я забыл, вы можете также посмотреть количество предложений, которые участвовали в генеральной выборке. Это очень важно, люди, которые понимают
и разбираются в статистике, это, ну, наверное, для них некие индикаторы, да, насколько правдивая информация или точна, которую я вам предоставляю. То есть 3000, видим, город Тернополь, 3750 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок, участвовала, так сказать, в исследовании, генеральная выборка. Это репрезентативная выборка, там больше 2000 считается репрезентативная, а здесь почти 4000. При этом выборка однородна, я делю на первичный, вторичный рынок и также по классам делю. Поэтому достаточно у меня ну, складывается картинка общая, достаточно точная, наблюдая за этими процессами, еще раз, через большие цифры, которые вам демонстрирую. Большие цифры – это количество объектов, которые попадают в выборку, генеральная выборка, это вы можете сами удостовериться, что и позволяет мне, в общем-то, давать вам достаточно правдивую информацию о состоянии рынка недвижимости. Итак, следующее количество предложений в городах вы можете сами прочитать, не буду задерживать ваше внимание на этом. Город Тернополь, социальное жилье. В июне месяце подорожало на, подумайте только, друзья, стоп, здесь ошибка на 1,2%. Здесь, друзья, ошибка. Здесь ошибка. Нет, не ошибка, не ошибка, смотрите. Ну, ладно, будем, ну, 4%, но это много, реально много. Ну, предположим. Нет, наверное, все-таки ошибка. Ну, в любом случае положительная динамика присутствует. Я думаю, что, скорее всего, это 1,2. Друзья, ну видите, количество предложений. Количество предложений, это квартиры выставлены на продажу на 4,2% больше было выставлено, чем в мае месяце. Все правильно. Я уже как жарко, видите, даже в майке сижу, заговариваюсь. Переходим к социальному жилью. Вторичный рынок. Рост на 1,25% в течение месяца. Достаточно большой рост. Эконом-комфорт, бизнес-класс, рост на 1,08% за месяц. Ну и первичный рынок, друзья, видим, квартиры эконом-класс также показывают динамику роста 1,40%. Первичный рынок, комфорт, бизнес-класс показали нам динамику роста 1,06%. То есть из 3 крупных областных городов мы видим, что город Тернополь, он вот так в центре карты находится, да, показывает нам наибольшую динамику роста за месяц, то есть больше 1%. Если по 0,5% в Луцке и в Ровно, то здесь мы видим 1% и там 1,25, 1,8, то есть достаточно большой рост. Переходим к городу, друзья, Хмельницкому. Город Хмельницкий. Социальное жилье подорожало на 0,67%. Это вторичный рынок. Эконом-комфорт, бизнес-класс, также вторичный рынок, подорожал на 0,57%. Переходя к первичному рынку, квартиры эконом-класс, мы видим, что динамика остается положительная, то есть роста, плюс 0,73%. Ну и квартиры комфорт бизнес-класс, также первичный рынок, подорожали на 0,60%. Подводя итоги в целом по Хмельницкому, видим, что как первичный, так и вторичный рынок вырос, друзья, на 0,5% где-то больше. Следующий город у нас город Черновцы. Город Черновцы, видим, что социальное жилье здесь социальное жилье подорожало на 1,9%. Эконом-комфорт класс, вторичный рынок, подорожал на 1,09%. Ну и первичный рынок, та же самая история, то есть динамика роста, квартиры эконом-класс, первичный рынок, плюс 1,50%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, рост плюс 0,98%. То есть, ну, наверное, вот после Тернополя, который за 1% и выше подорожал за месяц, город Черновцы, наверное, второе место занимает. Видим, что практически тоже по 1%, как и первичный, так и вторичный рынок показал динамику роста за месяц. Следующий, друзья, слайд – это город Ивано-Франковск. Вот так видим, да? Социальное жилье подорожало на 0,66%. Эконом-комфорт, бизнес-класс – это все вторичный рынок, рост на 0,59%.
Переходя к первичному рынку, мы видим, что квартиры эконом-класс подорожали на 0,77%. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожал на 1,32%. То есть в целом видим по полпроцента рост стоимости как на первичном, так и на вторичном рынке. Следующий, друзья, город. Это город Ужгород. Кстати, Закарпатская область – это самая маленькая область в Украине. И еще Черновецкая тоже очень маленькая. И смотрим, сколько же на сегодняшний день социальное жилье стоит здесь. И рост на 0,63% за месяц. Эконом-комфорт бизнес-класс – это вторичный рынок, рост на 0,55%. Первичный рынок квартиры эконом-класса подорожали на 0,80%. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс, друзья, подорожал почти на 2%, 1,77% за месяц. То есть так ничего себе, да, если это каждый месяц по 1,5% роста, то несложно посчитать в годовом измерении, сколько это будет. Дальше, друзья, переходим к последнему. Надеюсь, вы не устали, но статистика – это почва дальнейшего анализа. Нет статистики, нет анализа. Я не гадаю на кофейной гуще, я использую метод статистического анализа. Сейчас мы прочитываем цифры и потом будем анализировать, что произошло в целом по региону за год. Наберитесь терпения. Последний город, который у нас мы сейчас рассматриваем, это город Львов. Здесь мы видим, что социальное жилье подорожало на 0,48%, эконом-комфорт бизнес-класс подорожал, вторичный рынок также на 0,52%, ну и первичный рынок также показывает положительную динамику роста. Квартиры эконом-класса подорожали на 0,57%. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс подорожали на 0,40%. И первичный рынок элитный класс также подорожал на 0,48% за месяц. То есть все в принципе повторяется из города в город, где-то по полпроцента рост стоимости. Единственное, что мы видим явные такие драйверы, да, рынка. По стоимости это город Тернополь, где за 1% в течение месяца подорожала недвижимость, и город Черновцы. Город Черновцы я еще могу понять, здесь, в общем-то, граница, да, а вот город Тернополь, почему здесь растет, не знаю. Ну, все города, которые стоят на границе, друзья, вы знаете, там всегда сконцентрировано больше денежных потоков, начиная от контрабанды и заканчивая банально там каким-то бизнесом, да, который связан с перемещением товаров там, с территории ближайшего государства на территорию Украины. То есть я был в Черновцах, великолепный город, очень красивый, то есть и в принципе там понятно, чем люди до войны занимались, а сейчас тем более. Поэтому здесь объяснение есть, почему растет больше стоимость квадратного метра, а вот в Тернополе я не понимаю. Ну ладно, подводим итоги, что произошло за один месяц в целом по региону. Видим, внизу у нас красным шрифтом выделенное поле. Excel с вами посчитал это все. Итак, мы, подводя итоги, среднее вот это арифметическое число в целом по региону западному. $833 стоимость квадратного метра, друзья. И за месяц рост, ну, в процентном соотношении это 0,7%, так сказать, индекс положительный единичка, запятая 0,07. Итак, давайте перейдем к следующему слайду. Друзья, здесь только лишь поменялась вот эта нижняя табличка. Здесь мы будем говорить о том, что произошло в течение года с недвижимостью на примере класса социальное жилье. Вверху осталась вот эта картинка, карта для полного понимания или складывания вот этих пазлов, да, то есть здесь колебательные процессы, а мы сейчас говорим о вот данной экселевской табличке и говорим о тенденциях длиною в 1 год. Давайте вот здесь более подробно уделим этому внимание. Итак, друзья, начнем с города Львова. Самая дорогая недвижимость, класс социальное жилье в данном случае я говорю.
В июне 2026 года это 1051 доллар за квадратный метр. Рост в годовом измерении, как я уже и анонсировал, 8,24%. Ну, за счет того, что достаточно дорогая недвижимость, понятно, что она растет более медленно. Это естественное явление. И также индекс положительный, единичка, запятая 0,82. Дальше, друзья, мы видим, что город Черновцы, это 835 долларов за квадратный метр стоимость, и подорожала недвижимость за год на 10,45%. Город Ровно, друзья, 827 долларов за квадратный метр, и за год подорожала недвижимость на 10,71%. Ну, индекс также, видите, положительный, единичка, запятая 0,07. Переходя к городу Ужгороду, мы видим, что 798 долларов стоимость квадратного метра, ну, почти 800, это класс социальное жилье. И стоимость выросла на 13,68% за год. Город Тернополь, видим, 809 долларов за квадратный метр, и рост в течение года составил 13,94%. Индекс также положительный, единичка, запятая 0,39. Город Луцк. Я анонсировал, что этот город показал наибольший рост стоимости квадратного метра. Стоимость 829 долларов за квадратный метр, а в течение года недвижимость данного класса подорожала на 14,66%. То есть он является лидером по росту стоимости квадратного метра социального жилья. Город Хмельницкий, друзья, 755 долларов за квадратный метр, рост 13,02%. Ну и город Ивано-Франковск, видим, что 763 доллара за квадратный метр и рост за год 12,04%. Ну а теперь, вот, друзья, давайте, ранжировку я не делал, но вот сейчас быстренько проговорим, что самая дорогая недвижимость, понятно, что это город Львов, и в силу этого она подешевела всего лишь на 8,24% за год. А на втором месте по стоимости, друзья, у нас видим город Черновцы, это 835 долларов за квадратный метр. Дальше, друзья, у нас мы видим по стоимости город Луцк на третьем месте находится, да, это 829 долларов за квадратный метр. За городом Луцка идет город Ровно, ну, практически одна и та же цифра, это 827 долларов за квадратный метр. Следующий город Тернополь, это 809 долларов за квадратный метр. Ну и, так сказать, аутсайдеры у нас это город Ужгород, город Хмельницкий и город Ивано-Франковск. Ну, стоимость здесь чуть выше 750 долларов за квадратный метр. Итак, друзья, в целом, подводя итоги, смотрим красный шрифт за год. За год недвижимость в целом регионе, куда входят 8 крупных областных городов-центров, подорожала на 11,90%. Индекс положительный, единичка, запятая 119. Друзья, немного саморекламы. Расскажу вам, что такое индексы. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра, в данном случае социальное жилье, в течение одного года. Он считается очень просто, если, конечно же, у вас есть эти статистические данные. Ну, на примере целого региона покажу. 833 делим на 745 и получаем, друзья, рост 11,90% в годовом измерении в целом по региону, или же положительный индекс единичка, запятая 119. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам, риск-менеджменту, поэтому данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, кто знает, как меняется стоимость недвижимости во времени. Вот это именно синергия наших знаний поможет вам в вашем сложном бизнесе. Ну и, конечно, мне и компания Олимп развиваться, а мне заниматься наукой. Для того, чтобы меня найти, можете найти в описании
YouTube канала мой телефончик, там два телефона, Viber телефончик, это киевстаровский, и кипрский телефон, там WhatsApp. Ну, можем созвониться, списаться с вами, как удобно, составим техническое задание, и вся недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства, раз в квартал вы будете видеть, что с ней происходит. Или она дорожает, или дешевеет. То есть вот это изменение стоимости денег во времени, это ваша, так сказать, епархия, а моя задача показывать, как изменяется стоимость недвижимости также во времени. То есть это позволит вам минимизировать риски, которые присутствуют всегда в вашем бизнесе. Итак, друзья, подвели итоги. Видим, что на протяжении почти 4, ну, почти же 4,5 года войны, да, растет западная часть Украины, недвижимость, стоимость растет. И выросла она на 11, ну, на 12%, можно не так сказать. Давайте о прогнозах очень быстро. До конца года мы будем наблюдать также положительную динамику, друзья, роста стоимости квадратного метра. Я думаю, что это все-таки будет где-то по 0,5%. Вот эти аномалии по 1% роста в месяц, как в Тернополе и в Черновцах, я думаю, что это вот эти колебательные процессы, длиной это может быть в 1-2 месяца. Но по 0,5% рост, это, я думаю, что вполне адекватная цифра. Итак, до конца года 6 месяцев осталось по 0,5%. Это у нас, друзья, что за полгода 3% роста. Уже мы видим 14% роста плюс 3, вот сложная математика, да, 17% в годовом измерении роста. Ну, плюс-минус, там, я не могу угадать, может это будет 16, может это будет 17,5. Но примерно с цифрами вы ориентируетесь, я о них говорю. То есть артикулирую, какие цифры будут до конца года плюс-минус. То есть мы будем видеть, как стоимость квадратного метра будет дорожать. В общем, наверное, все рассказал очень подробно о том, что было. То есть мы поговорили о ретроспективе, потом зафиксировали состояние дел на сегодняшний день, то есть о погоде рынка недвижимости поговорили. И я дал вам небольшой такой среднесрочный прогноз до конца года. То есть попробовали предугадать рынок, что произойдет. То есть у вас полная картинка, друзья, сложилась в голове о процессах, которые я наблюдал и которые, в общем-то, в данном видео вам рассказал. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости, вам необходимо подписаться на данный канал. Ну, понятно, лайки и дизлайки. Да, друзья, еще раз забыл в качестве рекламы. Я и компания Alim Consulting, но здесь больше я индивидуально делаю исследования для, в основном сейчас это очень популярно для юристов, которые выступают в качестве адвокатов, когда вопрос касается судебных разбирательств по поводу неуплаты налогов в прошедшем времени. То есть 10 лет назад покупалась коммерческая недвижимость. Для того, чтобы отобрать эту недвижимость у собственника, необходимо признать, что, ну, как вариант, что при покупке была сильно занижена стоимость квадратного метра, и, естественно, человек не заплатил налоги, которые он должен был бы заплатить государству. Что было с недвижимостью 10 лет назад, ну, только один Всевышний знает, друзья, и знаю я. Я не сравниваю себя с Всевышним, просто у меня базы данных с 2000 года собранные, структурированные, и я делаю научные исследования, обосновываю все это, показываю действительно рыночную стоимость, не угадываю пальцем в небо, выбрав 5 аналогов для, так сказать, генеральной выборки, в которую которая обязательно должна присутствовать. Поэтому я, еще раз повторяю, друзья, занимаюсь ретроспективными научными исследованиями состояния рынка недвижимости вплоть до 2000 года. Это я к тому, что пишите, звоните, это платные услуги, с удовольствием помогу. Тем более я достаточно много делаю таких работ. Вы также можете узнать эти работы на моем или на нашем сайте компании Alim Consulting. Есть как раз ретроспективная оценка, там вкладка такая, и вы там можете посмотреть эти работы. То есть они, ну, обезличены, понятно, я имею в виду объекты обезличены и заказчики
Но вы можете посмотреть, это достаточно интересная работа. Все, друзья, пришло время прощаться. Не забывайте лайки, дизлайки, подписываться. И до встречи в следующих моих видеороликах.